Добрый день. Рассказываю про свой опыт, про церемонию буфа, про медицину буфа. Это было 10 дней назад в Мексике. Сейчас я уже нахожусь в Майами. А саму церемонию буфа я проходил в Мексике у шамана. И вот теперь давайте расскажу, как это все было. Буфа — колорадская жаба, которая вырабатывает DMT-5. Кстати, наш организм тоже вырабатывает DMT-5. Я думаю, в интернете вы узнаете, что это такое. Про эту медицину, что я не знал. Ну, наверное, общие, не знаю, фразы, которые я нашел до этого в интернете. Перед церемонией меня просили соблюдать диету. Диету я соблюдал 4 дня. Кстати, перед айваской я соблюдал диету неделю, а перед буфа всего 4 дня. Мне говорили, что церемония пройдет быстро, около 15 минут, будет любовь, будет раскрываться сердечная чакра анахата, будет такая мета-медитация наподобие. Это, в общем, все, что я знал из теории пока. Когда же я туда пришел и началась эта сама церемония, все оказалось по-другому. И вот теперь спойлер к этому видео. Раньше, вот 2 месяца назад, когда мы приехали в Мексику, я посетил церемонию айваска, рапе, темаскаль, буфа. Я думал, что самая такая психологически, я не знаю, как даже сказать, самая серьезная церемония, это будет айваска. Но, как показала практика, вот я был на айваске, потом, если сделать x10, это была церемония темаскаль, если сделать еще x10, то это была церемония буфа, именно по моему опыту. Опять же, у всех все индивидуально. Ну вот теперь, как все происходило. Я приехал к шаману, была стеклянная трубка, я сел на коврик для медитации в самом начале коврика, а в конце коврика была подушка. Шаман взял эту трубку, мы провели небольшой обряд, шаман, точнее, его провел, была процедура очищения, запроса, настройка, калибровка перед самой церемонией. Он поджег эту стеклянную колбу, я 3 раза вдохнул в себя. Сначала 1 раз вдохнул через рот и выпустил дым, 2 раз вдохнул, выпустил дым. И в 3-й раз, когда вдохнул, я сделал задержку. Задержку буквально секунд, мне кажется, на 30. И как только я сделал задержку, я понял, что работа началась, медицина началась. И я сразу же вниз, так постепенно, как сказать, упал, лег на подушку. И вот я лежу на этом коврике, и вот тут вот все началось самое интересное. Во-первых, физически сама церемония длилась буквально минут 15. То есть 5 минут настройка, ну ладно, там не 5 минут, 15 минут настройка, калибровка, очищение. Потом само курение буфа, это буквально минут 5-8. И потом выход из этой, и упаковка того опыта, который у меня был. Еще минут 20-30. То есть, не знаю, сколько это получается, час там максимум. Но это вот физическое время. Но по ощущениям самое интересное, когда вот я как раз выкурил эту буфу, время стало нелинейно. И время длилось, как мне показалось, по моим ощущениям, примерно часа 2, наверное. То есть физически это было 5 минут, а по моим ощущениям это было 2 часа. То есть линейность времени сразу же была другая. Каждый, кто ходил на эту церемонию, я потом уже с ребятами общался, у всех разный опыт, у каждого все свое. И сейчас в этом видео я рассказываю лично про свой опыт, что у меня было. И вот, я лег на этот коврик, шаман начал бить в бубен, там специальные инструменты, наподобие треугольников, которые играют такое звуковое сопровождение. Шаман начал петь песню. И что, я лежу. У меня в голове сразу же, ну прям это неописуемо. Я не могу это вам рассказать словами, выразить. К сожалению, русский язык, да не только русский язык, и любые языки в мире, они ограничены. Я не могу передать те чувства, эмоции, которые у меня были. Но это было что-то потрясающее, это что-то было необыкновенное, это что-то было... Я вот 10 дней прошло, и только через 10 дней я собрался записать это видео. У меня до конца все-таки, мне кажется, распаковка той церемонии, которая была, мне кажется, еще длиться будет около месяца. И вот что было. Видения у меня были мандалы, у меня была, по-моему, индийская именно богиня Кали, скорее всего. В общем, это как психоделика. Вот тут мандалы, этот звук, ощущение. И вся фишка в том, что я физически был не в реальности. Что я имею в виду? Сейчас вот это сложно опять же объяснить. Хочу привести такую метафору про рыбу.
Вот рыба плавает в воде, и она знает то, что есть вода. И она не знает то, что другого мира не существует. И когда рыба по каким-либо причинам выпрыгивает из воды, либо ее там ловят, и она там, не знаю, минут 5 находится не в воде, и потом ее обратно туда в воду помещают, она помнит то, что есть и другой мир. Мир не ограничен только этим водоемом, где он находится. И вот мое сознание, вот все было то же самое. И вот после этой церемонии я прекрасно понимаю, что наше сознание, оно не ограничено только у нас в голове. Это совершенно не так. Это после этого я уже не могу жить, как сказать, как раньше, как у меня было, не знаю, возможно, убеждение, возможно, мысли, то, что да, и есть наше индивидуальное сознание, есть коллективное бессознательное, есть сознательное, которое, вот наше именно сознание, которое где-то в другом месте, я не знаю, на небе, в космосе, в какой-то параллельной вселенной, в каком-то другой реальности. И вот теперь я просто после этой церемонии подтвердились, как сказать, мои мысли, мое состояние, то, что наше сознание, оно не только у нас в голове. И это было вообще потрясающе. Это было, к сожалению, я не могу это передать. Опять же, это длилось всего 5 минут, но мое сознание было не в физическом теле. Мое сознание было где-то там, где-то в параллельной вселенной, в параллельном мире. Я не знаю, как это выразиться, где оно было, но оно было не в голове. Что было физически еще? Физические ощущения у меня, я вспотел. Я был в шортах, в белой футболке в другой. Я буквально за 5 секунд, мне кажется, вспотел настолько, то, что у меня литр пота вот просто вышел. С рук, с головы, с тела, со всего. Вообще, вот, это вот, когда я лежал на этом коврике, вот 5 минут, когда были. После церемонии мне захотелось рыгать. Но вся фишка в том, то, что я соблюдал диету. И я облокотился, мне немножко стало плохо. Я пытался рыгать, но рыгать именно не физически, а метафорически. Вот я рыгаю, и из меня как будто бы что-то выходит. Старые установки, старые программы, старые мои взгляды, какие-то ограничения, страхи. И это именно было вот такое вот, это было метафорически. Это не было физически, то есть я там ничего не блювал. А это именно метафорически из меня это все выходило. Я облокотился, и прям это, я чувствовал, как это вот поднимается, выходит, поднимается, выходит. Это вот процедура очищения именно. Процедура вот медицина буфа. Медицина DMT-5. Это было вот круто. Минут через 10, через 15 я полностью вернулся уже в сознание. Я полностью вернулся в здесь, сейчас, в настоящее время. Хотя прошло там 5 минут, как я лежал на коврике. Потом 10 минут я сел на стульчик немножко. Просто там, не знаю, смотрел по сторонам. Как сказать, приходил более-менее в себя. И через 15 минут все, я уже был полностью в сознании. Потом после этого мне снились сны. Сны были такие психоделические. Был глубокий опыт в этих снах. Это другое видео уже, наверное, скажу про эти сны. Тогда давайте вот опять же вернусь к этой церемонии. Вот что там было, как я уже говорил. Что я видел? Я видел мандалы, я видел богиню из Индии. Я слышал звуки. Звуки, кстати, обострились очень сильно. Даже не вкусовые, а обоняние тоже очень сильно обострилось. И вот моя психика, опять же, мое сознание, вот ключевое, оно было не у меня в голове. Оно было где-то в другом месте, где-то, я не знаю, где оно было. Мне кажется, никто не знает, где побывало сознание у каждого человека, кто испытал такой трип. Но оно, факт в том, что было не в голове. Это была крутая церемония. Это, наверное, одна из самых сильных церемоний, одна из самых сильных медицин, которые вообще в моей жизни были. И Мексике хочу сказать большое спасибо, то, что я там прошел опыт айваски, темаскали, рапе и вот буфа. Буфа в самом конце была, и это потрясающий опыт. После этого мой взгляд на мир, мое видение, мое сознание, оно стало другим. Оно просто стало другим. Ни лучше, ни хуже, понятия не имею. Оно стало другим. Это как рыба, которая выпрыгнула из воды. Она 5 минут побыла в другом пространстве. Она поняла то, что мир не ограничивается только этим водоемом, только этой водой. А то, что есть еще другой мир. И вот мое сознание было там. И сейчас я с этим живу. Это круто. Это прям... От этого я чувствую большой положительный эффект по работе с своей психикой. И как я уже говорил, около 10 дней информация после буфа у меня все-таки упаковывалась именно в моей голове.
все раскладывалось по полочкам, приходили различные сны. Это все было именно взаимосвязано с этой процедурой, с этой медициной буфа. В общем, наверное, все. Что хочу сказать. У каждого свой опыт. Опять же, я общался с людьми, и я видел, кто проходил буфа. У всех все по-разному. Тут нет такой общей, я не знаю, концепции, как она должна проходить. У всех все по-разному. Именно у меня она проходила так. Именно я очень сильно доволен, то, что я там был, то, что я этот опыт принял. И большое спасибо моей психике, большое спасибо моему сознанию, да вообще то, что в Мексике, то, что я оказался там и прошел эту процедуру, эту медицину именно буфа. Наверное, все. Если есть какие-то вопросы, то задавайте, поделюсь. Это было круто. Это было буфа. Как я уже сказал, я был и на Айваске, и рапе, и темаскаль. Буфа это самое-самое крутое. Из из тех церемоний, из тех обрядов, ритуалов, где я был. Буфа это сила. Все, спасибо большое. До свидания.